Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Хабек назвал российский газ наркотиком для Германии. Теперь ФРГ расплачивается снижением своей конкурентоспособности, так что от этой зависимости необходимо избавляться, приводит слова Хабека японской газете агентства ТАСС. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, как Германия вот слезает с этой ломки и так ли надо было ей отказываться? Там вообще забавное интервью, которое заканчивается тем, что надо, мол, расширять взаимоотношения с Индией, надо Индию рассматривать как перспективный рынок, надо меньше зависеть от Китая, там все вместе. То есть мы вот не раз говорили о том, что в европейско-российских отношениях мы забываем еще про одну важную составляющую, а именно про Китай, который является отнюдь не объектом, а субъектом всей этой истории. Потому как сейчас Европу пытаются оторвать от Китая, потому как Китай слишком активно развивал отношения с Европой, а это недопустимо. Что это такое? Есть другие друзья у Китая, прошу прощения, есть другие друзья у Европы, с которыми Европа должна изо всех сил дружить, а с Китаем дружить изо всех сил не надо. Надо дружить меньше. Через какие там страны у вас идут транзитные пути? Вот с этими странами что-нибудь нехорошее надо сделать. По каким направлениям у вас идут отношения? По этим, все, с этими направлениями что-нибудь нехорошее сделаем и так далее. То есть Хабек в данном случае ругал не только зависимость от России, от наших энергоносителей, но и зависимость от рынка Китая. Это вообще потрясающе. То есть мы имеем дело, ну, говоря на понятном Хабеку языке, с маркетинговым булшитом. То есть это такая вот маркетинговая дрянь, просто такая вот попытка просто переиначить ситуацию, дав ей иное название. Название, которое создает негативные коннотации там, где взяться им просто было неоткуда, казалось бы. О чем идет речь? Речь идет в первую очередь о том, что если вы что-то называете зависимостью, если вы что-то называете наркотиком, то это что-то очевидно плохое. Но представим себе ситуацию. Вы приходите в хлебный магазин, в пекаренку приходите, покупаете хлеб, платите деньги, вам дают хлеб. Вы с этим хлебом радостно идете домой, намазываете маслом, едите, вам вкусно, все. Магазин получил ваши деньги, вы получили хлеб, который вы хотели получить. То есть все остались в целом довольны. И тут приходит кто-то, например, новый директор магазина, и говорит: мы находимся в чудовищной зависимости от денег этого покупателя. То есть, ну вот вы раз за разом ходите в этот магазин каждое утро, покупаете, несмотря на то, что боитесь там испортить фигуру, покупаете по батону, по какой-нибудь, в общем, что-то мучное там покупаете. Магазин находится в глубочайшей зависимости от ваших денег. С этим надо что-то делать. Фактически ваши деньги становятся наркотиком для этого магазина. Бред? Бред. Но именно с таким бредом мы сталкиваемся, когда видим риторику немецкого руководства, руководства Европейского Союза в целом. Ну, то есть, когда какая-нибудь Урсула фон дер Ляйен заявляет нечто похожее, это точно такой же бред, ну, похожее на то, что заявил Хабек. Это точно такой же бред. То есть, мнение о том, что, вы знаете, это зависимость. Ну, понятно, зависимостями надо бороться. От зависимости надо избавляться. О чем говорили многие-многие годы. И вот, время настало. Надо от этих зависимостей избавиться. Но только к списку зависимостей ожидаемо, для тех, кто трезво смотрел, на мой взгляд, трезво смотрел на ситуацию, ожидаемо приплели и Китай. Мол, Китай ужасный. Вы знаете, Китай страшный, фу, кошмар. От него тоже надо избавляться. А теперь давайте посмотрим на Германию чуть подробнее. Тут несколько месяцев назад был радостный такой, знаете, радостные крики были в Телеграме на тему того, что вот, Америка подсадила Германию на свой СПГ, ахаха, вот, теперь мы, вот, вы каких доказательств хотели, вот доказательства. О чем шла речь? О том, что по итогам 2023 года Соединенные Штаты Америки стали более крупным торговым партнером в денежном выражении, чем Китай для Германии. До этого Китай был крупнее торговым партнером, чем Соединенные Штаты.
Ну и люди, увидев эту статистику, эта статистика распространялась, собственно, немецким статистическим, ну, аналог Росстата немецкий. В общем, они опубликовали эту статистику, ничего необычного, ну, там, выкладка по направлениям, по которым шло сотрудничество. Ну, то есть обычное такое рабочее сообщение, если угодно. Ну, из этого сделали вывод, что СПГ, все дело в СПГ. Нет, дорогие друзья, все дело не в СПГ, и все дело в структуре торговли, которая имеет место, точнее, внешней торговли, которая имеет место в Германии. Смотрите, действительно, Соединенные Штаты стали крупнейшим торговым партнером с небольшим разрывом по отношению к Китаю. Но только Китай является нетtoэкспортером по отношению к Германии. То есть он больше поставляет в Германию, чем покупает в Германии. А Соединенные Штаты – это нетtoимпортер. То есть они больше покупают в Германии, чем поставляют в Германию. И рост роли Соединенных Штатов произошел из-за снижения роли Китая. Опять же, в денежном выражении, что тоже требует некоторых оговорок, но мы, если позволите, сейчас их делать не будем, они несущественные. Дело в том, что порядка 17% экспортных, 17% экспорта Германии по имеющейся статистике – это автомобили. То есть Германия – это крупный производитель автомобилей. А значительная часть этих автомобилей идет на экспорт. Этот экспорт приносит весьма существенные деньги. И одним из крупных покупателей был Китай. Но китайский рынок – это не просто крупный рынок. Это рынок, авторынок, который крупнее рынка Европейского Союза и Соединенных Штатов. Не по отдельности, а вместе. То есть в 2023 году в Китае было продано больше автомобилей, чем в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах вместе. Разумеется, этот рынок возник не в 2023 году. Этот рынок стал не просто крупным, а крупнейшим по сравнению с двумя соседними, то есть со Штатами и Евросоюзом. Он стал крупнейшим много-много лет назад. И, разумеется, автоконцерны, немецкие автоконцерны в том числе, не могли не обратить внимания на этот рынок. Тем более, что, как рассказывают люди, имеющие отношение к Китаю, я не знаю, вот можно Руслана Карманова пригласить, чтобы он свою, может быть, точку зрения изложил. Я вот тут вынужден ссылаться на людей, которые, так сказать, вот, общались с китайской стороной. Вот по их словам, если у китайца есть деньги, он пытается купить европейский автомобиль, потому что у меня европейский автомобиль, пригнанный оттуда. Вот не всякое тут, а вот я пригнал. Насколько ситуация изменилась за прошедшие годы, когда подобного рода, когда подобного рода отношение к европейскому автотранспорту имело место, я вам сказать не могу. Но европейские автомобили находили спрос в Китае и напрямую, как произведенные в Европе, вот их доставили, ой, красота какая, так и в Китае стали расширяться производства, которые создавались при участии европейских автоконцернов. В первую очередь при участии автоконцерна Volkswagen. Разумеется, Volkswagen не единолично пришел, построил заводик и все. Начал производить там свои Volkswagen и прочие автомобили, входящие в эту группу, там Шкода и так далее. Нет, в Китае так нельзя. Надо прийти и в кооперации с местным производителем строить заводик. Вот заводики построены, но они не принадлежат напрямую европейскому автоконцерну, они как бы находятся в кооперации. У нас аналогичная ситуация была с нашими энергетическими проектами, то есть нельзя было прийти какой-то крупной энергетической зарубежной компании и начать просто добывать на стратегических месторождениях или там на наших северах добывать нефть, газ. Нужно было это делать только в кооперации с нашими компаниями. Делиться технологиями, и так далее. То есть вы не только денежку вкладываете, это и у нас есть, вы технологиями делитесь, вы делитесь оборудованием, какое у вас, чего у вас, как это все работает, показывайте, рассказывайте, мы посмотрим. Вот. Аналогичная ситуация в Китае, более чем разумная. То есть вам интересно на наш рынок? Не вопрос. Приходите, вот господин Ляо, вот господин Ли, пожалуйста, вот к ним можете обратиться и вместе с ними работать, строить заводики. То есть для
европейских автоконцернов название «европейские» является чистой условностью. Потому что для них сейчас это транснациональные компании, это транснациональные концерны. Где ваши деньги, там и что? Как там было в цитате? Где кошелек ваш? Ну, вот как-то так. Напомните, пожалуйста, я что-то подзабыл. Напомните в комментариях. Байт на комментарии. Вот. То есть для них китайский рынок – это не только рынок, это еще и место, где значительная часть их автомобилей производится. Притом это рынок растущий. В отличие от Европы, которая мечется то туда, то сюда. То есть Европа в 23-м, в первой половине 24 годов начала восстанавливать продажи относительно до кризисных показателей. Ну, там была просадка довольно серьезная, примерно до 10 миллионов автомобилей проданных. Ну, теперь вот вроде как наметилось восстановление. Еще до кризисных показателей далеко, но пришла середина 2024 года, и продажи опять стали проседать. То есть там динамика такая, что по итогам первых 3 кварталов есть прирост продаж, но прирост составляет что-то порядка 0,4%. Там рост настолько незначительный, а динамика падения во втором полугодии настолько заметной, что по итогам 2024 года, если все продолжится так, как идет сейчас, могут продажи опять просесть. Это означает, что рынок нестабилен, рынок находится в сложной ситуации. И тут возвращаемся к европейским автоконцернам, к немецким автоконцернам в том числе. Немецкий автоконцерн смотрит на происходящее и говорит: вот мы держим тут производственные мощности, у нас были планы по расширению производственных мощностей. Для начала мы переносим планы на как-нибудь потом, потому что кризис уже 3 года, а учитывая 2020 год и все 4 года, а может даже 5 лет, а может даже 6 или 7, потому что на самом деле падение продаж автомобилей началось еще году в 2018, то есть пик продаж пришелся на 2017 год, вот с 2018 года как-то все не слава богу. Потом 2020 год, потом кризис 2021 года энергетический. В общем, полное безобразие творится. И надо идти туда, где твои инвестиции будут защищены. Не только в плане того, что ты вложил, тебе денежку в любом случае вернут. Потому что местные законы защищают твои инвестиции. Нет. Ты хочешь, чтобы ты вложил денежку, а тебе денежка не просто вернулась, а приумножилась. Куда тебе идти? В Китай тебе идти. А пока заметим следующее, что Китай подвергается критике просто потому, что это более привлекательный рынок для тех производителей, на которых рассчитывала сама Германия. И может ли Хабек завершить вот эти все свои излияния информационные просто рассказом о том, что ну все, вот мы разорвали с ними отношения и будем хорошо жить? Нет, ему надо объяснить, а кем вы замените Китай? И тут начинаются рассказы про Индию, которую годами, просто если не, уже больше 10 лет на моей только памяти, пророчат пост заменителя Китая. Что вот Индия сейчас как рванет, это новый Китай. Китай уже наладан дышит. Вот Индия сейчас как рванет, у нее как начнет развиваться все на свете. Я даже уверен, да, в какой-то момент у Индии все начнет развиваться. Но к тому моменту, дорогие друзья из Германии, если вы нас смотрите, во-первых, рядом с Индией будет находиться Китай, который никуда не денется, и производители которого будут готовы к освоению индийского рынка. А ваша продукция, в том числе, кстати, среди китайских производителей, будут те самые условно европейские автоконцерны. То есть Индия, развиваясь, не откроет новый рынок сбыта для немецкого автопрома, а Индия откроет рынок сбыта для немецкого автопрома, который окопается в Китае. Вот как-то так это все выглядит. Поэтому господину Хабеку большой привет. Если смотрите нас из Германии, напишите в комментариях, что, мол, смотрим. Можете там какие-то свои замечания, предложения высказать. Ну а на сегодня, дорогие друзья, все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра». Подписывайтесь на канал Инфотек. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют окончательно, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.